Всем привет! Второй выпуск блога мы решили назвать «Интеграция» и расскажем о том, как мы продолжаем познавать Ереван и взаимодействуем с местной аудиторией. В ближайшие 20 минут вы увидите, как мы провели съемку с 9 локальными героями, покажем арт-центр «Латитуд», где мы планируем провести показ, и как художник Соф рисует картины, как мы клеили постеры по городу, готовились к открытию и провели автопати в Туфе, про пикник и состоявшуюся за жары трансляцию в парке Джервеш, про Ереван глазами нашего контент-мейкера из Екатеринбурга, котенка Динамита и многое другое. Последний месяц мы с Арнольдом занимались съемкой фотопроекта с участием местных героев. Это ребята, которые занимаются здесь чем-то крутым и нас вдохновляют этим. В основном искусством, музыкой и всякими творческими вещами. С каждым героем мы встречались на локации, которая для него или для нее имеет какое-то значение, или в его любимом месте в этом городе. Либо мы сами выбирали локацию, которая нам казалась эстетически подходящей. С каждым героем мы делали пару кадров, записывали интервью, и ребята рассказывали о своем творческом пути, о том, что их вдохновляет, как вообще город влияет или не влияет на то, чем они занимаются. Но в основном все рассказывали про какие-то трудности, с которыми им приходится сталкиваться здесь, о том, как они их преодолевают, о том, как они их преодолевали в прошлом, как все меняется в культурном плане, о том, что им здесь нравится и нет. Меня лично удивило, насколько все они были открыты и искренни, многим поделились. Цель этого проекта была в том, чтобы познакомить нашу аудиторию с контекстом, в котором мы сейчас живем и работаем, через людей, которые этот контекст формируют, можно сказать. Но мне, честно говоря, эта цель казалась такой номинальной, просто как бы предлогом. Но когда мы закончили, действительно сложилась какая-то картинка, и я много интересного и нового узнала для себя. Не знаю, конечно, как много людей это посмотрели или прочитали, но мы в первую очередь делаем все, что нам самим интересно. – 24 июня мы отпраздновали открытие нашего магазина в гараже. Уже получили много положительных отзывов, рассказали о нас в местном СМИ и даже попали в гид от Aviasales. Плохие отзывы мы тоже получали, что похоже на погреб. Но, наверное, больше всего из подготовки к мероприятию запомнилось, как мы клеили постеры. Распечатали около 300 афиш. Это была офсетная печать, она предполагает большой тираж. В процессе клейки мы, конечно, поняли, что хватило бы и 200 с головой. Клеили на обойный клей. Кстати, для тех, кто будет заниматься подобным, советую заиметь миксер на дрель или на шуруповерт, потому что вручную большой объем размешать практически невозможно. В первую ночь клеили вчетвером, соответственно, двое мажут стены крупной кистью, двое наготове. Наверное, за ночь мы так проклеили афиш 100. В следующие 2 ночи мы выходили уже вдвоем с Лесей, и несмотря на то, что казалось, что мы поклеили уже весь Ереван, афиши не кончались. Был забавный момент, когда мы клеили афиши на фасад дома, и выглянул житель, спросил, что мы делаем. Мы ему все подробно рассказали, и в итоге разговорились и позвали на открытие магазина. Он обещал зайти. Конечно, было приятно ходить днем по городу и видеть плоды своих действий. Многие отмечали нас в Инстаграме. В самом гараже мы решили не проводить каких-то шумных действий. Глава нашего корпоратива гаражного Карлен не особо приветствует алкоголь, поэтому мы решили все шумное и алкогольное оставить на автопате. А гостей в магазине в первый день угощали абрикосами. Наконец открывается наш магазин. Это целых 2 события. Во-первых, это открытие магазина, а во-вторых, автопати, а соответственно наш первый ивент в Ереване. Но мероприятие планируется не очень масштабное, так что, надеюсь, мы справимся. Автопати мы решили провести в недавно открывшемся месте под названием Туф. Оно привлекло нас тем, что является довольно разноплановой площадкой. Собственно, там есть зона бара, большой сад, который ребята засыпали песком, и это получился такой пляж. А также, что немаловажно для нас, там есть подвал, в который как раз мы разместили более тяжелую музыкальную часть. Мы придумали угощать гостей коктейлем, который мы назвали Ереван Мул. Это как Moscow Mule, только вместо водки используется коньяк. Этот коньяк предполагается смешивать с имбирным элем. И первую половину дня мы будем заниматься тем, что будем ездить по всем супермаркетам Еревана и скупать весь имбирный эль.
показали первую часть влога. Вроде как многим понравилось. Было тревожно, я даже в какой-то момент решил не включать его. Спрятались на втором этаже и надеялись, что никто не включит проектор и все это как-то замнется. Из забавных моментов в Туфе нельзя шуметь после 11. Соседи жаловались, и мне пришлось стоять около часа, закрывать за людьми дверь, чтобы шум не распространялся. Людей, кажется, пришло много, хотя среди них были просто посетители бара, а не наши гости. Но прикольно, что им было интересно оставаться на мероприятии, и они там какое-то время тусовались. Было много людей, которых мы еще не знаем, и мы познакомились только на открытии. Это, конечно, приятно. В нашем каливинге произошли небольшие изменения. Уехала Полина, вернулась в Москву. И также Даня уехал в Тбилиси, будет пробовать жить там самостоятельно. Еще за это время мы начали работу над нашим совместным дропом Софьи Парсамян. Мы находимся у арт-центра Latitude Art Space. Они выделили нам студию, в которой сейчас работает Офа Барсамян, художница, с которой мы делаем коллаборацию для нашего нового дропа. Сейчас мы займемся тем, что будем наводить там уют, красоту и делать пространство более комфортным и уютным. Сейчас практически вся коллекция уже готова, и мы уже готовимся к показу. Осталось только сделать несколько изделий, которые... Боже мой! Это наш котенок Динамит, точнее его полное имя Динамит 9000 Мяу. Он появился здесь сам, в нашем дворе, просто родился где-то здесь неподалеку. Он сильно болел, и в какой-то момент мы не выдержали и начали его лечить и ухаживать за ним. Кололи ему страшные уколы, антибиотики. Сейчас он вырос, стал очень большим, активным и ручным. Пока что мы не очень понимаем, что с ним будет дальше. Если у кого-то есть желание забрать его к себе, напишите нам в директ месседжес в Инстаграме. Мы сами сделаем ему прививки. Он очень аккуратный в быту и, мне кажется, станет прекрасным компаньоном для любого человека. Коллаб с Тест.ФМ мы задумали еще примерно год назад. Если кто-то не знает, Тест.ФМ — это такое независимое радио, которое базируется в Санкт-Петербурге и делает трансляции с участием всяких интересных артистов. В том числе делают это во всяких интересных локациях, также делают стримы с мероприятий, фестивалей. Чтобы дропнуть этот мерч, мы рассчитывали сделать свою трансляцию с участием наших друзей, резидентов. И целый год что-то не могли собраться, и в итоге за это время многое изменилось. Мы даже оказались в Ереване. Мы решили сделать стрим отсюда. Есть у нас одно из любимых мест в Армении, это парк Джервеш. На холме в этом парке находится бассейн с очень сюрреалистичной конструкцией в виде арки. Мы поняли, что это отличное место для трансляции, для того, чтобы поставить там диджейку. На самом деле это не бассейн, как мне объяснили, это резервуар. Я не уверена, по-моему, сейчас тоже иногда. В общем, этот бассейн используется для орошения парка. И он как будто наполняется, эта вода спускается из него. А вот что это за арка, мы так и не поняли. Она всегда там была. Мне почему-то казалось, что будет очень сложно договориться с этим парком, и это будет очень дорого стоить, но когда я приехала, поговорила с директором, оказалось, что все очень просто. Он был очень рад тому, что мы хотим там вообще что-то сделать. В подготовке я лично взял на себя постройку тента и закупку гирлянд. В основном лайнап состоял из локальных артистов, наших друзей. Записи их сетов можно послушать сейчас на Ютубе, на канале Тест.ФМ. Всех, кроме моего и еще одного, который мы выпустим на нашем подкасте. Одно из главных опасений было, конечно, жарище.
но жара в Армении длится до октября, и мы решили, что затягивать уже не имеет смысла, и рискнули. Но не зря мы, конечно, переживали. А было где-то 36 градусов. Потому что я лично сгорел, также сгорел и модем, который должен был раздавать интернет. Поэтому трансляция у нас не вышла, но вышла часть записи, ну и просто неплохой пикник. У нас есть замечательный контент-мейкер из Екатеринбурга Влад. Он снимает довольно динамичные и забавные тиктоки. И как-то в разговоре я подумал, что здорово бы ему сюда приехать, познакомиться, во-первых, с частью команды, с которой он не был знаком, и попробовать с его видением сделать видео в Ереване. И также я ему предложил, чтобы он снял какой-то кусочек дневника от себя, который мы покажем в этом блоге. Привет, меня зовут Влад. В июле мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Посетить солнечный, прекрасный Ереван в командировочных целях и слегка туристическо-оздоровительных. Я очень этому был рад, не понимал, что меня ждет. Ни разу не был в Армении. Я слегка волновался перед поездкой, потому что не был лично знаком с ребятами. Ни с кем, кроме Васи. Когда прилетел, меня очень радушно встретили. Повели на все возможные экскурсии по центру города. Ереван меня просто поразил своими видами. Миллион локаций. Хотелось снимать абсолютно около каждого здания или дома. Как-то пропитано, пронизано культурой. Удивительно для меня было приехать в такой абсолютно другой климат. Тут днем плюс 38. Как оказалось, слабо переношу подобную погоду. Моего словарного запаса хватало только на офигеть, капец, что это такое, где я нахожусь. В общем, мы должны были поехать на фестиваль Луб-де-Виль. Он находится, как я понял, в Дилижане. Это 60 километров или 70 от города Ереван. Поедем мы туда почти всем составом. Добрый вечер. Мы сейчас находимся в Дилижане, а более конкретно находимся в отеле Кокаян. Это такое семейное место отдыха, где люди провожают время и зимой, и летом, и осенью, и весной. Я, между прочим, заранее хочу просить прощения за мой русский, потому что иногда я перепутываю роды, женский, мужской. Еще и иногда заикиваюсь, потому что я думаю на армянском, и переводить все на русском мгновенно иногда бывает трудно. Меня зовут Эдуард, я работаю и в полиграфе, в клубе, который организовал этот фестиваль, и еще работаю в Волчке. 5-й год, как в этой локации проходит Луб-де-Виль. Обычно длится больше, чем 36 часов. Луб-де-Виль было, так сказать, создано, потому что была нужда такого местного сообщества, такая-то вот, сделать что-то свое, что-то выходя из своих нужд и свою социализацию и так далее. И вот один из самых важных фишек этого фестиваля то, что здесь 80 и больше процентов играют местные артисты. Еще здесь и, конечно, днем бывают разные там воркшопы, например, про разную тему, да, разные темы. Еще бывает и маркет. В этом году Волчок тоже здесь участвует. Там будет работать и работает наша Алиса. Да, помогает, чем может. И для нас очень важно, так сказать, держать связь с природой, потому что в городе среди бетонных колонок и так далее иногда вот теряешься во всем этом и нуждается, не знаю, там прям открытое небо, никаких там
человеческого руки, да, все, что было просто естественно и природно, а здесь это просто офигенно. А вот собака лает, потому что рядом есть маленькие озерки, ручеек есть, и еще куда ни глянешь, горы, там, вершины и так далее. Это тоже очень вдохновляет, и людям дает такой вариацию отдыхать, не знаю, там, быть на природе и одновременно слушать музыку, общаться с друзьями туда-сюда. Короче, можно все делать здесь. И, кстати, в сентябре я переехал в Ереван. Еще у нас собралась отличная команда в Ереване. Эдо, Винс. Ребята, которые там работают, очень активные и постоянно чем-то еще занимаются. Например, Эдуард, один из основателей локальной квир-вечеринки Princess Diaries. Еще он работает в клубе Полиграф. Он супер осознанный, и кажется, что он вообще все на свете знает, и на все у него есть ответ. Винсент занимается графическим дизайном, оформлением ивентов. Он тоже очень активный, и кажется, что к любому может найти подход. И всегда сохраняет позитивный какой-то настрой в любой ситуации. Мы провели совместный ужин, где хотели познакомиться поближе с ребятами, выслушать их какие-то мнения, фидбэк от работы. Вроде все прошло мило. Очень прикольно видеть, что ребята так быстро вписались. Интересно наблюдать за тем, как вообще работает магазин. Например, я заметила, что в Ереване в целом посетители более общительные, они рады, когда с ними начинают диалог, любят, когда им что-то советуют, просят что-то порекомендовать, даже просто иногда остаются немного поболтать. Это сильно отличается от вайба в московском, например, магазине, где люди как будто более замкнутые, и излишняя приветливость может даже отпугнуть. Сейчас в Армении очень тревожная обстановка. Недавно на нее напал Азербайджан. Были обстрелы в нескольких городах и селах вблизи границы. И в отличие от предыдущих случаев военных обострений между этими двумя странами, сейчас все происходит не в Нагорном Карабахе, а на территории уже самой Армении. Есть жертвы, и люди в целом чувствуют себя подавленно, и мы понимаем, что это очень подходящее время для показа, поэтому мы пока остановили подготовку и, возможно, вообще откажемся от него. В России дела не очень, люди в панике уезжают, те, кто остался, сидят дома в апатии. Но останавливаться не хочется, поэтому, может быть, через пару недель полечу в Казахстан и, может быть, открою магазин там. А по мероприятиям в Москве пока непонятно, делать их тоже есть ли смысл сейчас. Поэтому релиз новой коллекции, конечно, будет, но над форматом мы все еще думаем.